Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое части слова, а именно приставка, корень, суффикс, окончание и правильный перенос слова. Слово – это языковая единица, служащая для обозначения, наименования лиц, предметов и признаков, действий, отношений, качеств и количества. Грамматическое значение слова – это его значение как части речи, например, существительное, прилагательное, глагол и тому подобное. С этими понятиями мы познакомимся в других уроках. Лексическое значение слова – это его содержание, то есть закрепленное в сознании человека соотнесенное слово с предметом или явлением. Слова бывают однозначные и многозначные. Однозначно имеют только одно лексическое значение, в основном это термины, названия инструментов, профессий, редко употребляемые слова, например, ангина, поролон. Многозначно имеют одно основное любое количество производных значений, например, ручка или мушка. То есть ручка может быть как мебельная ручка, или ручка от двери, так и ручка девушки. Слово может иметь прямое и переносное значение. Прямое значение – это основное первичное значение. Например, серебряное кольцо – это кольцо из серебра. Переносное значение – это значение слова, связанное по смыслу с прямым. Например, золотая осень – это время, когда листья деревьев по цвету напоминают золото. Синонимы – это слова одной части речи, сходные по значению, но отличающиеся оттенками лексического значения. Скупой, жадный, плакать, рыдать, метель, пурга. Антонимы – это слова одной части речи с противоположным лексическим значением, например, быстрый, медленный, длинный, короткий, толстый, тонкий. Амонимы – это слова одной части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но различные по значению. Например, коса, лук и ручка. То есть, например, слово «лук» может означать как растение, так и оружие из Средневековья. Части слова. Слово может состоять из приставки, корня, суффикса, окончания. Приставка или префикс – это часть слова, стоящая перед корнем и служащая для образования новых слов. Например, слово «лететь». Используем приставку «при» и получается «прилететь». Используем приставку «за» и получается «залететь». Используем приставку «вы» и получается «вылететь». Корень – это основная значимая часть слова. Слова с одним и тем же корнем называют однокоренными. Например, слово «любить», «любови», «любовный». Все эти слова являются однокоренными, потому что везде используется корень «люб». Суффикс – это часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов и разных форм слова. Например, береза, березка, березовый. В слове может быть не один, а несколько суффиксов. Например, в слове «читатель» используется суффикс «а» и «тель». Соединительные морфемы «о» и «е», или по-другому интерфиксы, морфемы, с помощью которых образуют сложные слова. Например, слово «паровоз» было образовано от слова «пар» и «воз», то есть везет на пару. Дымоход и птицевод. Окончание или флексия – это изменяемая часть слова, которая служит для образования разных форм одного и того же слова. Например, слово «стол», «стола», «столу», «столом» и «о столе». Везде меняется окончание. Кроме слова «стол», там окончание нулевое, то есть окончания нет. Если в слове нет окончания, то говорят о нулевом окончании, например, слово «дом» или «пол». Часть слова без окончания называют основой слова. Неизменяемые слова не имеют окончаний и состоят только из основы. Справа, лежа, влево и тому подобное. Постфикс – это морфема, которая стоит после окончания или суффикса. Она служит для образования грамматических форм слова. Формообразующий постфикс «иди», «идите» или нового слова. Словообразующий постфикс «рисовать», «рисоваться» в значении «выставлять себя на показ». Рассмотрим способы словообразования. Способ образования нового слова бывает приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, с помощью сложения и с помощью перехода одной части речи в другую. Рассмотрим приставочный. Он образуется с помощью приставок, например, бег, забег. Суффиксальный образуется с помощью суффиксов, например, кот, котик. Приставочно-суффиксальный
образуется с помощью приставок и суффиксов. Например, снега – подснежник. Сложение подразделяется на сложение слов. Например, диван – кровать, получилось диван-кровать. Сложение основ. Камень – тесать, получилось каменотес. Часть слова плюс целое слово. Стенная газета, получилось стенгазета. Сложение первых букв слов. Высшее учебное заведение, получилось вуз. Из словосочетаний: железная дорога, железнодорожный. И последний способ – это переход одной части речи в другую. Например, больной зуб. Больной в данном случае является прилагательным. И также он может перейти в существительное, например, в кабинет вошел больной. Имеется в виду пациент, и это уже является существительным. Рассмотрим перенос слов. Слова обычно переносятся по слогам. Правильный перенос слова зависит от правильного деления на слоги. Необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить одну букву, то есть, например, как здесь в слове «машина». Нельзя, чтобы на одной строчке оставалась буква «М», или на другую переносить одну букву «А». Это будет неправильно. То есть будет правильно «ма-ши-на», либо «ма-ши-на». Далее. Нельзя отрывать мягкий, твердый знаки и краткое от предшествующей буквы. Здесь мы видим неправильный перенос слова, а здесь уже правильный. То есть «мальчик» должен переноситься под «езд», «май-ка». Нельзя делить приставки. Например, слово «подход». Здесь мы видим неправильный перенос слова. Здесь мы видим правильный перенос слова. То есть правильно будет «подход», «развязать». Двойные согласные делятся для переноса. Например, в слове «группа» мы можем одну согласную оставить на одной строчке, вторую перенести. И также в слове «ванна». Можем одну оставить на одной строчке, а вторую перенести. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо определить способы словообразования и разобрать слова по составу. Например, слово «сохранение». Оно образовалось с помощью приставочно-суффиксального способа. По составу является со-приставка, хран – корень, ени – суффикс, е – окончание. Необходимо определить способы словообразования и разобрать по составу слова «прибыль», «подземный», «глубина», «бессмертие», «никуда», «разбойник» и так далее. Второе задание: необходимо разделить слова на слоги для правильного переноса. Ванна, наткнулся, греческий, сестра, воробьи, поездка и так далее. Обязательно пишите в комментариях свои результаты по заданию. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!